Михримах Султан – любимая дочь султана Сулеймана, которую родила ему единственная законная жена Хюррем Султан. Михримах вышла замуж за одного из рабов своего отца, будучи еще подростком, не достигнув возраста 18 лет. На долю этой султанши выпало множество сложнейших испытаний, которые она преодолела благодаря своему невероятному уму и человеческим качествам. Сегодня речь пойдет о Михримах, жизнь которой была окутана тайнами, несмотря на то, что в сериале «Великолепный век» сценаристы старались показать о ней как можно больше правды. Но это им не удалось. Самая важная и сложная часть жизни луналикой принцессы пришлась на время, когда ее родители Сулейман и Хюррем были уже похоронены. Именно тогда Михримах преодолевала самые большие в своей жизни сложности. По традиции, друзья, прошу вас поставить авансом лайк этому ролику, а по итогам его просмотра оставить пусть самый маленький комментарий. Вам это сделать совсем не сложно, но вы тем самым мне очень помогаете. Заранее спасибо добрым людям. Факт первый. Михримах Султан была самой богатой женщиной из династии Османов. Михримах Султан жила в окружении, пожалуй, самых великих женщин Османской империи, чего только стоит культ личности ее матери Хюррем Султан. По мере взросления Михримах все больше становилась похожей на свою мать, так как именно у нее она училась всему тому, что умела и знала девушка-женщина. В то время, как Хюррем построила известный первый комплекс Хасики, Михримах оживила обе стороны Константинополя, воздвигнув просто невероятные две мечети. Одна высотой 37 метров расположена в районе Эдирне-Капы, вторая расположена в районе Үскюдар. Многих людей интересует, откуда у Михримах были такие несметные богатства, что она умудрялась помогать финансово своему отцу и брату. И здесь нет никакого секрета. Михримах получала доходы от своей собственности, коммерческой, как мы бы сейчас сказали. У нее было множество магазинов по всей империи, мельницы, производства, мастерские, дома. Кроме этого, дочери султана принадлежало множество сел и деревень, налоговые отчисления которых шли не в общую казну, а в фонд Михримах Султан. Принцесса владела даже родниками по добыче ценных пород из земли. Нужно не забывать также, что после смерти Хюррем Михримах стала наследницей ее доходов, а также совместный фонд ее и Хасики. Брат Рустема, который был очень богат, после смерти завещал все имущество и финансы Михримах Султан. Да и сама султанша вместе со своим супругом имели несколько фондов, которыми после смерти мужа она стала обладать. Ни одна султанша Османской империи не была более так богата, как Михримах Султан. Дорогие мои, еще отвлеку вас на два слова. У нас есть телеграм-канал и сообщество ВКонтакте. Я с удовольствием вас там жду. Заходите, пообщаемся в комментариях. И еще важная информация. В сообществе нашего канала на YouTube я часто публикую короткие и интересные исторические посты. Заходите и туда, нажимайте на колокольчик, и вы будете первыми читать самое интересное про Великолепный век и Османскую империю, не выходя из приложения YouTube. Факт второй. Портрет Михримах Султан – правда. Чаще всего, когда читаем в интернет информацию про Михримах, мы видим вот этот портрет султанши. Долгое время я лично воспринимала его скептически. Ведь Михримах – дочь султана, которая жила в гареме. А гарем, как мы знаем, самая скрытая от посторонних глаз территория. И представить себе, что Михримах кто-то видел из мужской части населения земли, кроме мужа и самых близких родственников, очень сложно. Но оказалось, что портрет написан в XVI веке между 1522 и 1557 годами одним из европейских художников. Тот, в свою очередь, писал этот портрет не с натуры, а с другого портрета, который и был первоисточником, отрисованным с лица Михримах Султан. В общем, дорогие мои, все запутано, но считается, что этот портрет правда. Что означают надписи с двух сторон, ведь их тоже написали на портрете в XVI веке. Слева написано «Камерия, дочь императора Сулеймана»,
а справа супруга Рустема Паши, 1541 год. Что такое камелия, я, честно говоря, так и не разобралась. Если у кого-то есть идеи, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Факт третий. У Мехримах было 3 детей. Несмотря на то, что мы уже неоднократно обсуждали количество детей Мехримах, и даже несмотря на наличие сведений о сыне Рустема от первого брака, сегодня я хочу привести данные о количестве детей Мехримах, которые озвучил османский историк и автор биографической энциклопедии Мехмед Сюрея. Он утверждает, что в браке с Рустемом Пашой Мехримах родила 3 детей, дочь и 2 сына. Кстати, этот историк является автором реестра османов, который оценивается как ценный источник по истории кавказской диаспоры в Османской империи. Ссылку на эту работу Мехмеда Сюрея я оставлю в описании. Факт 4. Мехримах была не только богата, она была невероятно умна. Мы уже обсуждали вопрос касательно того, к какому своему брату Мехримах склонялась больше всего, когда речь заходила о занятии османского трона. Ссылку на эти видео я оставлю в описании. Но мы мало говорили о том, что султанша вела просто невероятно масштабную благотворительную работу, куда тратила просто огромные средства. Кроме этого, Мехримах была очень умна и в плане политики и управления государством. Кроме известных мечетей, Мехримах построила 2 школы для бедняков. Ежедневно на кухнях минаретов готовились хлеб и мясные блюда, которые раздавались бесплатно беднякам утром и вечером. Она строила фонтаны и тротуары для людей. Она платила стипендию тем молодым людям, которые, закончив ее школу, решались обучаться дальше. Принцесса выдавала ежегодно 2500 золотых на раздачу милостыни беднякам в Мекке и Медине. Политическая жизнь Мехримах всегда интересовала. Она ведь продолжила дела Хюррем и способствовала развитию женского султаната. Мало того, что она возглавила гарем после смерти Хюррем и правила им при Сулеймане, затем Селиме и племяннике Мураде, так она еще выделила деньги из своих доходов на ведение различных военных кампаний, вела переписку с первыми лицами зарубежных стран. Факт 5. Скорее всего, Мехримах Рустем все-таки любила. Почти все современники-европейцы описывали Рустема Пашу как маленького уродца с некрасивым красным лицом, который никогда не смеется. Но тем не менее, когда Сулейман предлагает дочери Рустема в качестве жениха, она недолго думала и почти сразу согласилась. А почему? Здесь мнение довольно разное, но чаще всего это согласие расценивается историками как необходимость. Хюррем был нужен свой человек в администрации султана, и лучшего кандидата просто невозможно было на тот момент найти. Рустем был старше Мехримах, намного. Возможно, молодая девушка даже не сразу приняла ухаживание мужа после их свадьбы. Но со временем они стали крепкой парой, которые были не только несметно богаты, чтобы вести совместные благотворительные фонды, но и в политическом плане это стал самый сильный союз. Со временем, скорее всего, султанша своего мужа даже полюбила. Иначе как объяснить, что именно она достроила его мечеть, когда он умер? А также, став вдовой в довольно молодом возрасте, Мехримах замуж более не выходила. Хотя, ну да, друзья, она фактически исполняла роль Валиде Султан при 3 султанах. Но зачем ей муж? Ведь выйти замуж значит уехать из гарема, а Мехримах очень любила власть. Что вы думаете об этом союзе, дорогие мои? Пишите в комментариях. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Приходите в сообщество канала. Всем пока! Вас обняла Оливия.